9400 лет до нашей эры. Представь, мамонты еще бродили по земле. Люди, по официальной версии, жили в пещерах. И вот в этот период кто-то строит организованное поселение со структурой, которой там просто не должно быть. Сегодня говорим о находке, которую турецкие ученые сами назвали необъяснимой. Турецкие археологи заявили о памятнике, который может увести нас к 9400 году до нашей эры. Если эта дата подтвердится, привычная линия ранней истории перестанет выглядеть устойчивой. Главная интрига в том, что это место кажется слишком организованным для такой глубокой древности. Под слоем земли проступает не хаос, а следы пространства, которым кто-то явно управлял. Перед нами не просто старые камни, а спор о том, когда люди научились жить вместе по правилам. Именно поэтому находку обсуждают не как локальную новость, а как серьезный вызов старой схеме. Тут все держится не на красивом заголовке, а на слоях, датировках и упрямой археологической фактуре. Вопрос звучит жестко. Не пришлось ли человечеству стать оседлым раньше, чем мы привыкли думать? Если ответ окажется положительным, придется передвигать начало больших перемен глубже в прошлое. Для документального расследования это почти идеальный материал. Ранняя дата, сложная структура и живая научная борьба. Но прежде чем делать громкие выводы, нужно понять, что именно нашли и почему это так важно. Начнем с места, которое на поверхности долго выглядело слишком обычным, чтобы скрывать такую историю. Памятник находится в провинции Мардин на юго-востоке Турции. Речь идет о районе, где сухой рельеф и известняковое основание хорошо сохраняют древние следы. Сам участок лежит примерно в 2 километрах к северо-востоку от деревни Акынджи. На карте это скромная точка, но для археологов она быстро превратилась в один из самых горячих адресов региона. Важно не только местоположение самого Щика-Рика-5, но и среда вокруг него. Исследователи увидели, что памятник не одинок, а встроен в более широкий археологический ландшафт. Это уже меняет масштаб истории с самого начала. Когда рядом обнаруживается не один объект, а группа связанных участков, разговор становится намного серьезнее. Тогда перед нами уже не случайная аномалия, а возможный след целой локальной традиции. Анатолия и раньше считалась ключевым регионом для ранней оседлости. Теперь этот участок заставляет смотреть на юго-восток Турции еще внимательнее, потому что иногда именно периферийный на вид холм оказывается местом, где история делает резкий поворот. По данным проекта, в этом районе археологи описывают кластер из 20 доисторических поселений. Это не одна сенсационная площадка, а целая сеть точек, связанных общим ландшафтом. Между отдельными памятниками здесь обычно всего 300-500 метров. Такая плотность выглядит не как набор случайных следов, а как осмысленно занятая территория. Люди явно возвращались сюда не один раз и, возможно, жили здесь параллельно на нескольких участках. Для ранней доисторической картины это уже очень весомый сигнал. Когда памятники стоят так близко, регион перестает быть пустой зоной между известными центрами. Он начинает выглядеть как собственный очаг очень ранней жизни. Такой кластер сам по себе ставит вопрос о маршрутах, сезонности и структуре местного населения. Возможно, перед нами не окраина чужих процессов, а один из их источников. И чем плотнее карта этих поселений, тем труднее считать все это случайным совпадением. Археология любит большие выводы только тогда, когда их поддерживает именно такая плотная география. Внутри кластера исследователи различили как минимум 3 типа поселений. Одни площадки имеют угловатую планировку, другие выглядят как крупные круглые зоны. Третьи, напротив, представлены маленькими круглыми структурами. Это означает, что регион не был архитектурно однообразным. Разные формы почти всегда намекают на разные функции, разные масштабы или разные этапы жизни. Перед нами уже не просто набор древних точек, а пространство с внутренним разнообразием. Такой рисунок плохо сочетается с представлением о примитивной и одинаковой ранней оседлости. Здесь просматривается опыт, выбор и, возможно, накопленная традиция. Именно разнообразие форм делает картину глубже и интереснее.
Оно заставляет задавать вопрос не только о возрасте, но и о внутренней логике этого мира. А это уже уровень разговора не о стоянке, а о сложном человеческом ландшафте. Сам Чикарика-5 в публикации описан как небольшой круглый доисторический памятник. Он расположен над каменистым склоном в северо-восточной части всей группы. На первый взгляд, это не тот объект, от которого ждешь переворота в исторической схеме. Именно в этом и заключается парадокс находки. Иногда не самый крупный холм, а самый ясный объект меняет всю модель. Компактный памятник легче читать, а значит, по нему проще строить аргумент. В случае Чикарика-5 археологи получили структуру, которая выглядит слишком внятной для столь ранней даты. Поэтому он стал центром обсуждения гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Его сила не в зрелищном размере, а в четкости признаков. Когда детали складываются слишком хорошо, научный спор становится неизбежным. Именно такие памятники часто двигают большую науку вперед. Потому что маленький, но ясный объект иногда важнее гигантского, но неразборчивого холма. Во время обследований на Чикарика-5 исследователи зафиксировали 34 известняковых жилища. Это уже не одиночная постройка и не след краткого пребывания. Поверхностные архитектурные остатки тянутся более чем на 1200 квадратных метров. Для столь раннего горизонта это впечатляющий масштаб. Он сразу заставляет говорить о жилом пространстве, а не о случайном укрытии. Когда число построек измеряется десятками, язык временного лагеря начинает ломаться. Перед нами вырисовывается плотная и, вероятно, многослойная жилая среда. Такие цифры всегда меняют тон разговора. Археолог уже не спрашивает, был ли здесь кто-то. Он начинает спрашивать, сколько людей здесь жило, как они распределяли место и что удерживало их вместе. 34 жилища — это уже история о сообществе. А сообщество требует правил, памяти и повторяемых привычек. В центре памятника выделяются 3 смежные круглые постройки — А1, А2 и А3. Именно они дали исследователям часть самых убедительных аргументов. Крупнейший из них, А1, имеет диаметр около 6,3 метра. Для такой глубокой древности сама ясность этой планировки уже выглядит необычно. Но еще важнее то, что обнаружено внутри. В полу А1 нашли 4 каменные окантованные ямки под столбы. Там же расположен круглый каменный очаг. Это не бесформенный остаток, а пространство с понятной внутренней организацией. Такие детали трудно списать на случайность. Они показывают, что строители мыслили не только стеной, но и внутренним устройством дома. А значит, перед нами уже не хаотичная ранняя архитектура, а оформленная традиция. Именно в таких деталях начинается настоящий спор со старой хронологией. Структура А2 имеет примерно 5 метров в диаметре. А3 заметно меньше и достигает около 3 метров. Несмотря на разницу в размере, обе постройки тоже содержат центральные столбовые ямки. Для археолога это одна из самых важных подробностей. Повторяемость конструктивной схемы означает, что речь идет не о разовом решении. Это уже похоже на правила, которые знали и воспроизводили. Когда элемент стабильно повторяется в нескольких постройках, он начинает говорить языком традиции. Именно традиция делает древнюю архитектуру особенно интересной, потому что она говорит не только о навыке, но и о коллективной памяти. Люди здесь не просто ставили крышу над головой, они, похоже, строили по узнаваемой схеме. А схема — это уже след культуры, а не импровизации. Еще одна структура, А4, имеет диаметр около 4,9 метра. Внутри нее обнаружены столбовая яма, очаг и, возможно, погребальная яма. Эта комбинация делает интерпретацию особенно напряженной, потому что рядом оказываются бытовой и потенциально ритуальный уровни пространства. Если погребальная трактовка верна, это серьезно усложняет картину использования построек. Здесь дом и память о человеке могли быть связаны куда теснее, чем кажется на первый взгляд. Но есть и другая драматическая линия.
Участок пострадал от нелегальных раскопок. Поэтому в 2024 году археологи работали в режиме спасательного исследования. То есть часть информации могла быть утрачена еще до того, как на место пришла наука. В такой ситуации каждый сохранившийся слой становится особенно ценным. Иногда археологу приходится сначала спасать прошлое, а уже потом спокойно его объяснять. Каменный инвентарь комплекса в основном состоит из кремня. Обсидиан на памятнике тоже есть, но встречается заметно реже. Такое соотношение уже дает археологам важную отправную точку. Оно говорит о технологическом выборе и о доступе к разным видам сырья. Часть каменного материала могла поступать из местных известняковых блоков. Это означает, что жители хорошо работали с окружающей средой. Они не просто брали то, что случайно лежало под рукой. Они понимали, что именно нужно для изготовления конкретных инструментов. Любой набор сырья – это одновременно рассказ о технологии и о связях с местностью. Когда рядом с кремнем появляется обсидиан, сразу возникает вопрос о контактах и маршрутах обмена. Даже небольшой процент чужого сырья меняет картину мобильности. А для столь раннего памятника это особенно чувствительная тема. На Чикарика-5 найдены пластинки, отщепы, ядрища и ударные инструменты. Такой набор считается прямым признаком обработки камня на месте. Это значит, что люди не только приносили сюда готовые орудия, они производили их прямо здесь, внутри своей жилой среды. Следы производства всегда усиливают версию устойчивой оседлости, потому что краткий лагерь редко несет на себе весь цикл работы с сырьем. Здесь же видна именно полноценная производственная логика. Жители не просто пользовались инструментами, они управляли процессом их создания. Для реконструкции повседневности это один из самых сильных аргументов. Орудие, сделанное на месте, говорит о планировании. А планирование почти всегда тянет за собой более сложную социальную ткань. Именно поэтому каменные отходы иногда важнее зрелищных стен. Типологически здесь преобладают микролиты. Особенно важны лунаты, ретушированные пластинки и треугольники. Исследователи отдельно упоминают редкие лунаты хилуанского типа. Для широкой аудитории это звучит как узкая техническая деталь. Для археолога это может быть ключ к датировке и культурной принадлежности. Иногда крошечная каменная форма меняет чтение целой эпохи. Именно такие типологические нюансы помогают встраивать памятник в более широкий контекст. Они связывают один участок с огромной картой культурных связей. Поэтому микролиты здесь не мелочь, а почти язык времени. Через них исследователи слышат, какому миру принадлежал этот комплекс. А значит, спор идет уже не только о возрасте, но и о культурной среде. И в этом споре маленький камень иногда звучит громче стены. Помимо микролитов, на площадке присутствуют резцы, скребки и сверла. Такой набор говорит о широком спектре задач. Это уже не картина узкой охотничьей стоянки с одной функцией. Перед нами место, где могли резать, сверлить, чистить, готовить и ремонтировать. То есть ежедневная жизнь здесь была заметно разнообразнее, чем принято воображать для такой ранней эпохи. Разнообразие труда всегда расширяет образ сообщества. Оно показывает, что люди не существовали в одном ритме действия. У них были разные операции, разные задачи и, вероятно, разные роли. Чем шире набор инструментов, тем труднее говорить о кратком сезонном присутствии. Многофункциональное пространство обычно живет дольше и стабильнее. Здесь уже просматривается рутина, а не эпизод. А рутина – это важнейший признак настоящего поселения. На памятнике найдены зернотерки, пёсты и ступки, высеченные в коренной породе. Авторы статьи прямо связывают этот блок находок с хозяйством и оседлой жизнью. Это один из самых мощных аргументов всей публикации. Потому что в этот момент разговор уходит от абстрактной архитектуры к конкретному быту. Когда рядом со стенами лежат следы переработки пищи, спор становится намного жестче. Возникает уже не вопрос, жили ли здесь люди. Возникает вопрос, что именно они перерабатывали,
как часто и в каком режиме. Такие находки почти физически приближают древнюю общину к нам. Мы начинаем видеть не просто слой, а рабочее пространство. Именно здесь ранняя история перестает быть далекой и становится ощутимой. Ведь пища, труд и повторяемая хозяйственная практика – это основа любой устойчивой жизни. А значит, аргумент об оседлости становится еще сильнее. Из украшений на площадке найдены фрагменты костяных подвесок. Кроме того, археологи подняли части жезлов, навершие жезла и полированную булаву. Такие предметы сразу выводят нас за пределы грубой экономики. Они намекают на статус, символику, идентичность или ритуал. Перед нами уже не только хозяйственная площадка. Перед нами пространство, где люди, вероятно, думали не только о выживании. Любой необычный предмет в древнем контексте меняет масштаб разговора. Он заставляет спрашивать о значении, а не только о функции. Возможно, часть жизни этого сообщества была наполнена символическими действиями. Именно такие следы делают раннее общество ближе к сложной человеческой картине. Они ломают соблазн видеть в древних людях лишь набор утилитарных жестов. Иногда одна подвеска говорит о прошлом больше, чем целая куча камня. Фаунальные остатки показывают использование очень разных природных зон. В выборке представлены следы болот, лесов, гор и степей. Это означает, что жители работали не с одним источником добычи. Они использовали широкий ландшафт и, вероятно, хорошо знали его ритм. Такая стратегия не похожа на узкую и случайную экономику. Скорее, она говорит о гибком и адаптивном образе жизни. Чем разнообразнее набор сред, тем шире карта перемещений древнего сообщества. Значит, само поселение было лишь одним узлом более обширного мира. Это особенно важно для понимания сезонности и маршрутов. Возможно, община не сидела на месте пассивно, а активно связывала вокруг себя разные зоны. Такой тип хозяйства всегда сложнее, чем кажется по одному очагу или одной стене. И именно эта сложность лучше всего спорит с образом примитивного раннего лагеря. В структурах А1 и А3 нашли отдельные человеческие кости и зубы. Пока эти находки не дают простого ответа, но они резко повышают значение внутреннего пространства построек. Каждая подобная деталь заставляет заново думать о функциях помещений. Дом, тело и память могли быть здесь связаны гораздо теснее, чем мы привыкли предполагать. Это может быть бытовой след. Это может быть след погребальной практики. Это может быть нечто промежуточное, для чего у нас пока просто нет готового языка. Именно поэтому такие находки одновременно ценные и опасные для поспешных выводов. Они не позволяют упростить картину, напротив, они делают ее глубже и сложнее. Самые тихие следы прошлого часто оказываются самыми трудными для объяснения. Авторы статьи относят комплекс к эпипалеолиту по характеру технологии и инвентаря. Отсутствие макролитических орудий поддерживает эту интерпретацию. Это особенно важно, потому что мы оказываемся еще до полной неолитической картины. Именно в этом и заключается одна из главных причин спора. Сложность здесь начинает проявляться раньше, чем удобно старой схеме. Иначе говоря, признаки устойчивой жизни могут уходить глубже в прошлое. Для многих моделей это неприятный, но необходимый пересмотр. Потому что хронология — это не просто цифры, а порядок всей исторической карты. Сдвинуть начало оседлости даже немного значит изменить множество связанных выводов. Поэтому спор о Щикарика-5 так быстро вышел за рамки локального памятника. Он касается самого темпа раннего человеческого развития, и потому каждая дата здесь звучит громче обычного. Еще недавно эпипалеолит Юго-Восточной Анатолии был изучен довольно слабо. Похожие данные были известны лишь по нескольким площадкам. Среди них Чортик-Тепе, Бонсуклут-Орла и Чемка-Хöyük. Но все эти памятники лежат в долине Верхнего Тигра.
Щекарика-5 важен тем, что меняет географию разговора. Теперь в него полноценно входит и Мардинский регион. Это уже не мелкая поправка на карте. Это возможность посмотреть на раннюю оседлость не через один узкий коридор. Если Мардин действительно показывает собственную линию развития, историческая модель становится богаче. Тогда ранняя оседлость выглядела не как единичный маршрут, а как более широкая сеть процессов. Для науки это принципиальная разница. Именно география иногда оказывается не менее важной, чем датировка. В более широком обследовании команда зафиксировала около 30 новых эпипалеолитических памятников в регионе Мардина. Некоторые из них тоже демонстрируют архитектурные следы и индустрию, типичную для докерамического неолита А. Это уже не история о единственном исключении. Это история о новой археологической карте. Каждый дополнительный пункт усиливает аргумент о том, что перед нами не случайная аномалия. Постепенно начинает складываться целая система ранних поселений, а вместе с ней меняется и масштаб вопросов. Сколько еще ранних объектов скрыто под холмами Северного Хабура? Насколько глубокой была местная традиция? Как далеко она тянулась и с кем пересекалась? И не придется ли после этого заново смотреть на весь регион между Анатолией и Верхним Тигром?